Я мог бы стать рекой, быть темною водой, вечно молодой, вечно пьяный, вечно молодой. Я мог бы стать скалой, но уже другой. Кто-то молодой, кто-то пьяный. Хочет стать рекой, быть темною водой, вечно молодой, вечно пьяный, вечно молодой. Вечно молодой, вечно пьяный, вечно молодой. Всем привет! В эфире ДКС. Да, стрим по редактору. Как и спланировал я, предыдущие дни просто все поиграть хотелось. Ну, чтобы дальше поиграть, надо что-то создать. Вот, тут голову ломал, что же можно создать, когда у тебя выбор карты всего большая часть Российской Федерации, немного захватывая Грузию и, может, там в сторону Чечни еще немного Крым захватывает. Вот. И острова. Вот. Можно, кстати, сейчас и острова использовать, есть идея. Блин, что у меня YouTube как-то запускается сегодня неправильно. Вот, значит, миссии придется... Нет, не устал, Xbarин, привет. Миссии придется делать на две разных темы. Получается, 2000-е года и современность. Вот, что касается то и то, скорее всего, придется делать вымышленное, ну, что-то. Вот. По поводу 2000-х годов придется, скорее всего, сделать все-таки как компания, типа война с Грузией, только не так, как там было сделано в компании, в самой официально здесь в игре, а самому что-то придумать. Да, там часть России получается, ну как, большая часть России территории и часть Грузии. Вот, и вот можно какие-нибудь миссии посоздавать. Ну, можно что-нибудь там, поддержка Грузии в основном кто? НАТО, да, ББ поддерживала. Ну, можно иностранную технику добавить. Ну, что-нибудь такое придумать. Вот, но меня больше заинтересовало сегодня, я, кстати, ее еще не посмотрел. Меня сейчас выкинуло из игры, потому что я, видать, ее не подключил. Она у меня есть визуально здесь, а сама карта почему-то не сработала. Сейчас попробуем. Так, блин, при чем тут открыть? Файл. Что это? Редактор миссии. А, вот создать. Чистить. Так, значит, в этой миссии, которую я сейчас хочу создать, будет использоваться не Россия, но она будет участвовать. Да хрен его знает, что там за острова. Ну, что-то типа, наверное, джунгли, наверное. Что-то связано с Африкой, наверное, что-то. Там карты маленькие очень. Аэродромы тоже маленькие. Поэтому, ну, посмотрим, что там. Марокко. Марокко это... Ладно, давай проще вот так вот-то сделать, наверное. Допустим, объединенная группировка красная и объединенная группировка синяя. Окей. Нет, Xbarин, не устал. Я наоборот погрузился
Так что одно дело, когда ты просто летаешь в самолетике в Battlefield где-то, и когда ты играешь в симулятор, наоборот, осваиваю. Кстати, сегодня полигон еще будет, если Иркут там сделал все. Так, вот такая вот интересная карта. Вот тебе ГГ. Мариан, или как она называется? Тут получается у нас вот островок раз, островок 2, 3, 4. 4 острова. Вот, но мне хотя бы на одном... А, подожди, нифига, 5. Что такое? 6. Вот тоже остров. Надо понять просто, как эта карта выглядит сейчас визуально, чтобы что-нибудь придумать. Ну, понятное дело, это будет выглядеть как поддержка Российской Федерации в наше время. Вот. Да, я читал, и была война раньше. Сейчас тут маленькую историю прочитал. Война в Конго. 97-2002 год. 8 самолетов были закуплены руководством Демократической Республики. Из-за отсутствия национальных ВВС подготовленных летчиков все боевые вылеты совершались наемными пилотами из России, Украины и Белоруссии. То есть такую же тему можно сделать и не обязательно с Конго. Вот мне надо понять, что это за острова, к какой стране, республике это вообще относится, что это Марианы. Ну-ка, давай посмотрим. А, Марианские острова. Ну, давай почитаем. Нашел я тут описание. Марианские, блин, ну как полностью-то посмотреть? А, так это она. Ха-ха-ха. Фига себе. Так это... Так это американские острова, блин. Тут по идее... По идее, если это оно, да? Это вообще к Америке относится. Ну как там американцы живут? Или чё, блядь, или я... Нахрен сюда американские-то острова вхерачили. Короче, карты невелико. Так, подожди. Острова представляют собой островную дугу, расположенную в тектонически активном регионе западной части Тихого океана. Архипелаг расположен от Филиппин.
Короче, не знаю ее толком. Тут не написано прям, что это какие-то острова. В общем, не факт, что там это вообще американское что-то. Там просто что-то написано, при том, что связано с Америкой. Но при этом там люди, они не могут ни голосовать, ни участвовать. Ну, это вот в описании в этом. А острова вообще в Тихом океане находятся. Вот, просто острова. Ладно, в общем, суть в чем? Помощь Российской Федерации в наше время, уничтожение этих всяких чудиков, этих бандформирований, которые образовались на этих островах. Вот, так как карта такая более степная, местами горная, то использовать, допустим, тут что-то сухопутное сложно, поэтому понадобилась авиация, вот. Но тут вопрос тогда, а как тогда цели обнаруживаются? Ну, пускай будет считаться, что типа как, наверное, разведывателями какими-то, не знаю, блядь, ну. Хотя, блин, если так прикинуть, ну, пройти-то можно, проехать нельзя. Ай, ладно, мне надо карту посмотреть. Я просто не знаю даже, как она выглядит. Я надеюсь, сейчас она запустится. Кстати, когда ее качаешь, у тебя еще добавляется сколько-то гигабайт. Поэтому игра большая кажется. Ух ты. Вау. Вау. Это то, что надо. Прелесть-то какая. Нифига себе, вот это тут, блин, города. Тут реально надо будем против этих бандитов биться. Ну-ка, подожди, а какая вообще есть пехота? Короче, танки здесь только будут Т-55, и то, не знаю, только кораблями, если сюда доставят их, блядь. Т-34 старый, ну, это как, блин, в Африке. Пускай это будет что-то типа африканского, только не в Африке, блин, а на островах. Единственный вопрос, танки, а как их сюда доставят? Только на кораблях. Нет, танки. Блядь, ну машины же как-то сюда доставляют. Да, меня тут еще вопрос интересует. Синяя сторона. Объединенная группировка синяя. Вот это. Что за ЧТАС? Кто такой? Пехотинец М4. Есть на нее вооруженные. Это, это машины гражданские. Подожди, а если здесь страну, допустим, выбрать... Сейчас я посмотрю здесь. Грузия. Нет, это не то. Короче, роль еще играет. Так, не надо ничего сохранять. Тогда оно будет выглядеть вот так. Допустим, красные.
против. Мне лишь бы эти бойцы были. Какие-нибудь агрессоры, голубые каски. Что это такое? Гана. Что за Гана? Ну, допустим, если взять Нигерию и сделать их за синих. Окей. Во. Ни гранатометчиков вообще нету. А нам и не нужны гранатометчики. Нам, по сути, нужны вот эти банды. Машинки бы какие-нибудь. Сейчас я посмотрю, что у них тут есть. Зенитные установки. Ну-ка, ПВО. Да, зенитки есть, шилки есть. ЗРК даже есть, нифига себе. Ну, 2 бойца. Надо будет их сейчас посмотреть. Так, и объединенная группировка красные. О, тут даже лавки можно выбирать. Т-90. Доступно игроку. Шерман. Прикольно. Доступно игроку. Ну, БМП-2 давай, без разницы. Я смогу запустить? Или самолет? Надо игрока выбрать. А, нет, вот. Ну чё, как им управлять? Так, ну я нет, хотел проверить. А, они удалились. Сейчас еще создам. Я хочу посмотреть, как выглядят вот эти синяя сторона. Чтоб соответствовали джунглям этим.
Слушай, здесь, по-моему, разницы вообще нет. Вообще не вижу разницы солдат тропических, либо из территории, допустим, той же России. Что это вообще? Тут нету нормальных никого. Тогда надо брать... Заново создаю. Иностранное, чтобы Николаш был. Ой, блядь, как тут все сложно-то. В этом вся и особенность этого редактора. Да лучше вот так, наверное, оставить. Кайзер. Да, давай вот так и оставим. Чтобы выбор был. Аэродромов тут много, я смотрю, прям. Сторона. Допустим. Норвегия есть, Италия есть. Израиль. Израиль. Израиль это что ли поставить? Блин, а чё они тут? Ну-ка. Чё, пехоты нет? А, у них пехоты нету. Италия. Что ж? Нидерланды. Тоже пехоты нет. Джитак. Что за джитак? Ну, это не техника. Ой, это не пехота, блядь. А посмотреть в модах. Может, здесь в модах где-то есть солдатики интересные какие-нибудь. Загрузить мод, поставить. Идет тут артиллерия, бронетехника, невооруженный ПВО, поезда, укрепления. Все, пехоты нету. С пехотой, я смотрю, тут особо вообще не заморачивались в этой игре. Объединенные синие. Пехота. А, допустим, взять вот этого бойца, да? И взять бойца пехотинец М4. М4. И вот этого
Давай еще М249 возьмем. Ну, тут эти ребята еще более похожи, да? С М4 можно таких использовать. Таких можно использовать. Ну ладно. По крайней мере, хоть что-то. Конечно, хотелось бы что-нибудь типа такой полугражданской формы с оружием, но не получится. Ну ничего, мы можем гражданка. Подожди, а тут есть гражданские невооруженные что-нибудь? Посмотрим. Объект-то гражданские уничтожать придется, там они будут это. Как цели некоторые. Невооруженные. Нету. Только автомобили. Ну, ясно, короче, объединенная группировка синих. И выбираю просто пехотинца с иностранным оружием. У них и форма будет подходящая. Все, ладно, разобрался. Так, какие самолеты здесь можно использовать? Ну, так как здесь конфликт будет, ну, типа как конфликт произошел, да, все такое. Вот. Надо сейчас определиться с аэродромом главным. Короче, враг типа это оккупировал аэродромы некоторые, надо будет их тоже освободить. Чтобы побольше миссий сделать, надо выбрать какой-нибудь нам небольшой аэродром, ну, допустим, какой-нибудь здесь. Здесь вот их два, здесь. Я думаю, будет интересно. Необычно и интересно. Так, карта уже заезженная, уже подустали от нее. Я думаю, можно с этим что-то придумать. Так, ну все, тогда аэродром выбираю. Вот этот. Вот. Сейчас надо будет его обустроить, сделать базу здесь. Вот. Так как это острова, здесь будут корабли. Вот, катера будут использовать. Кстати, мне интересно, катера тут есть? Да, есть. Здесь помимо как уничтожения... Да, мы здесь будем уничтожать судна всякие в миссиях. То есть будем сражаться против наркокартелей всяких. Вот этих, короче, банд. Как вот в Африке там вот ситуация происходит. Да, вот эти группировки собираются. Также здесь. Вот. Как бы Россия сразу сюда не вмешалась.
То есть сначала все это хрень, все переросло там в жопу, вот, и попросили помощи. Помощь именно вот как бы самолет, ну, они как бы у нас самолеты брали, все, но при этом специалистов у них нету. И все так тихонько. Вот, как бы работают наши пилоты-специалисты, вот, им как бы помогают, ну, их цели им дают, их задача как бы поражать вот эти объекты, плюс всякие, ну, где банды. Вот, то есть в такой теме будет все. Все, вот этот аэродром будет использоваться. Самолеты разных типов, значит, обычный Грач и Су-25СМ. Вот, обычный Грач будет наносить, скорее всего, удары у нас по объектам, где меньше гражданского всего. Вот, да, здесь будут гражданские, здесь города насыщенные, людей хватает, поэтому не так все просто будет. Вот. А Су-25СМ у него будет более такая задача, как бы уже будет наносить удары более прицельно. Вот. Бомбы запрещается использовать. Вот. Использоваться будут нары только. Нары и ракеты каких-нибудь, ну не Х-29. Что-нибудь такое. Хотя посмотрим, может и бомбы будут использовать, смотря какой район, где. Если это будет отдельный какой-то лагерь или что, то можно будет там использовать бомбы. Если это, допустим, противник где-то будет в городах, в населенных, то там, ладно, будет все понятно. Так, ну, все, поехали, попробуем создать первую миссию, как бы экспериментальная вся эта тема. Аэродром надо запомнить, вот этот будет использоваться, он получается между этими всеми островами. Первый остров, наверное, будем вот здесь освобождать. Да, здесь будут тоже у них солдаты, как бы техника, вот здесь все будет. Тоже пойдут наступления, нам надо их поддержать будет, они будут зачистки проводить тут. Ну, и нам тоже будут давать цели. Короче, как-то так. Так, первым делом, что нужно сделать? Создать для миссии файл. Вот как это будет выглядеть. Вот миссии выглядят, голые миссии. Когда ты просто что-то создал, это можно удалить. И хочешь просто полетать, пострелять, как бы. А есть миссии полноценные. То есть, как вот в Army 3 мы создавали. Создается папка, все туда скидывается, звуки, картинки, все используется в миссии. Вот две миссии, которые я создавал. Здесь, конечно, он тебе показывает только формат файла, который ты можешь открыть. Вот. Кстати, вот во второй миссии уже видим, музыка есть, звуки есть. Вот. Сейчас пока создаем именно, так сказать, это скелет. Дата. Как будет август 2019 год. 17 августа. Условия температуры 20. 25, кстати, да, тут плюсовая будет. Да, здесь будет очень ветрено, постоянно сильный ветер. То есть сложность в этом. В основном пролеты будут над водой всегда. Блин, я Сочи-то ругал постоянно. Сейчас здесь я за офигею. Карта красивая, кстати, очень. Я сейчас посмотрел, не знаю, что там пацаны говорят насчет нее. Просто у них, может, идеи нету что-либо создать на этой карте. Вот, ну, тоже что-нибудь вымышленное придумали, и все. Проблем-то. Так, первая миссия. Налет 1 пускай будет называться.
Все, дата, значит, 19 год, 17 августа. Время раннее утро. Так, облачные осадки, давления. Пресеты. Умеренные. Окей. Так, ледяное гало не надо, у нас не зима. Ветер. Ветер чем выше, тем хуже. Высота, я имею в виду. Так, направление, значит, у нас аэродром получается. Где он? Вот он. Еще бы понять, что где от нас находится, а тут же голое все. Пускай ветер будет где-нибудь идти с севера, с запада, да, направление. На высоте 10 метров. Вот с этого направления. Допустим, 2 метра в секунду. Я вот не знаю, тут надо понять, много ли это, мало. И тут сразу, видите, выставляется на 500 метров 4. Нет, это много. Давай вот 1, 2. На 2000 метров уже будет побольше. 3, допустим, да? Ну и все, дальше уже не надо. Так, туман. Турбулентность пока не знаю. Туман будет. Ну, посмотрим, давай авто врубим. Потому что раннее утро. Так, бури ничего нету. Все. Хронически надо будет посмотреть. Темновато. Нет, посветлее надо время. Давай где-то 7:20 пускай будет. Ну вот, более-менее. Вот. Вот. У нас уже облачность такая здесь, да? Угу. Сейчас надо будет корабли здесь расположить, потому что наши войска-то как сюда прибыли? А, подожди, какого хрена? Нет, это палевно. Какие нахрен корабли? У нас тут не война. Здесь как бы у них война, мы им помогаем просто. Специалисты наши помогают. Какие тут нахрен корабли? Но у них-то есть корабли, наверное, какие-нибудь, да? Надо им поставить что-нибудь. Да, я хочу играть на две разные темы. То есть самолет СМ, для самолета СМ что-то придумывать. Вот, но это вот эта миссия на вот этих островах будет. И самолет играч, для грача будут миссии вот именно связанные с теми временами, когда были Грузия, Дагестан, Чечня, вот это все там. Вот, ну, ближе всего там чисто благодаря вот этой карте только что-то с грузинцами сделать. То есть вот этот 5 дней войны, да, которая вот эта вся тема была, можно ее расширить и сделать уже более такой конфликт. То есть там
какая-то часть территории России, может, пострадает, потом Грузия там пострадает. Ну, что-нибудь такое чисто для игры. Посмотреть. Потому что там есть часть территории Грузии, вот именно. Да, кстати, там есть, по-моему, Грузия, она же там делится у нас сейчас. Там Беслан есть. Беслан, помните события-то, вот эти трагические-то со школой-то. Она здесь на карте есть, Беслан, город. Аэродром даже там есть, Беслан. Так. Ну, во-первых, что надо сделать? Аэродром принадлежит красным. Вот. Охрану надо расставить. Это дороги, я так понимаю, идут. Посты здесь. Да, патрульные корабли нужны, патрульные. Я вот в кораблях здесь вообще не шарю. Крейсеры, катера, авианосцы, подводные лодки даже есть. Сторожевые корабли. Что это за фрегат? Так, а значит будет здесь один. Остров охранять. Потом катер будет. Ой, нет. Блин, тут надо постоянно отжимать, потому что ты будешь его выбирать. Еще раз. Сторожевые корабли. Все, вот. Теперь сюда нажимаешь. И типа готов следующее что-то ставить. Оно само не отжимается. Вот мне что не нравится здесь в этом редакторе. Вот я, допустим, выбрал что-то. Хочу вот как вот обычно в армии было. Нажал на карту, а выделение убралось. Здесь нет, оно не убирается. То есть здесь вот такая вот хрень такая происходит. Сейчас покажу. Допустим, хочу выбрать катер. Поставить его сюда. Все, вот, я хочу сейчас нажать куда-нибудь мимо, чтобы у меня он отжался. И поставить что-то другое. Смотри, что будет. ППМ-ка начинает ставиться ему, блядь. Вот в этом и неудобство. То есть здесь надо постоянно что-то поставил, отжал. Что-то поставил, отжал, блядь. Такой геморрой. Также тут нельзя вот крутить, вот, как на Shift. Тут надо, получается, вот. Через это только можешь крутить. Здесь интерфейс, надо к нему очень сильно привыкать. Катера, так, сторожевые корабли. О, малые сторожевые корабли. Патрульный корабль. Вот, мы сейчас ему поставим задачу. Посмотреть на него. Что это? Хера себе малый. Нет. Нет, а что прикалывался? Это уже целый флот. Куда мне такое? Ну-ка, давай катера посмотрим. Во! Во! Вот это уже что-то похожее. Так, а вот этот? Это тоже большой. И почему-то у него флаг какой-то. Что за флаг такой? Нет. Вот такие катера будут патрулировать. Окраска нету. Так, раз тогда. И вот этого надо посмотреть. Хорошо, что тут вот так можно глянуть. Живые. Ну это корабли, блин. Малые тоже корабли считаются. Что за вспомогай? Вот это сейчас поставлю, пускай плавает. Авианосцы.
Ну ладно, придется такие ставить. Пускай они патрулируют. Так, теперь задание надо ему поставить. Ну, я вот не знаю, на карте их, наверное, лучше оставить, а то игрок их будет бить. Хотя ладно, ладно, спрячем. Здесь надо будет маркер сделать, что здесь свой контроль, свои контролируют. Все, здесь вот я сделал охрану. Единственное, блин, сейчас. Видите, вот сделал так, больше ты его не увидишь. Тоже особенность. Хрень вот это тоже вот, не знаю. Нажимаешь сюда, список групп. Показать. То есть такая вот тема. Потом уже нажимаешь на него. И все, теперь будет. Неудобно, да, как-то? Ну, не знаю. Мне просто есть с каким редактором сравнить. Я считаю, неудобно. Все, поехали. Первый маршрут, допустим. Добавить ppm. Сюда. Расширенный ppm действия. Добавить. Следовать к ppm. Фоновая задача тут есть. Тут поведение можно добавлять даже. Ну, основная задача следовать. Следовать на ppm. Как 0 будет считаться. Так, это не надо. Угу. Дальше идем. Добавить. Ну. Чё, блин? А чё он? А, вот так надо делать. Пиздец. Это пипец просто. Я говорю, тут такой интерфейс, сука, неудобный, блять. Это реально тут надо привыкать. Это не арма. Вот кто с армы сюда придет, он будет страдать. Блять, взял катер мне, удалил полностью. Смотри, блять, ставят на друг друга. Нахуя ты мне его ставишь-то? Я даже не выбрал ничего, он мне берет, ставит его. Как скопировать? Здесь можно скопировать? О, хоть Ctrl-C, Ctrl-V работает. Одно радует. Блин, тут, короче, надо делать вот так, на одной волне. Я понял, все. Раз. Два. Три. И пошел. Возврат. Оп. Оп. И сейчас вот надо подумать, как тут цикл создается, чтобы он повторял все это. Все, потом вот ничего не надо делать. Добавить отжимаешь. Все, больше он тебе ничего не будет делать. Если сейчас я еще бы тыркнул, он мне еще и 8, и 9, и 10 бы их понатыкал. Вот такая вот особенность у него. Вот. Теперь нажимаем на эти ppm-ки и смотрим, что тут можно сделать. Добавить. Основная задача. Следовать к ppm. Вот. Здесь добавить. Следовать к ppm, да?
То же самое. Просто будет патрулировать и все. Я создаю основу. Это будет основа, на которой будет уже... То есть я сейчас создаю базу. Можете называть это, может, даже компанией, потому что миссий будет несколько, можно может, компанию создать. То есть мне надо создать основу. Я создаю нашу базу, где будут самолеты. А события будут развиваться уже там. Максимум могут меняться расположение самолетов на базе, погода меняться, может где-то патрули там меняться. То есть вот эта вся тема. Так, 5-й ППМ. Четвертый я поставил? Нет. Настройку не поставил. Так, следовать. Шесть. Угу. Ну и все, 7-й надо подумать, что с ним делать. Сохранить, потому что у нас здесь веселые вылеты. Блин, ну тоже, да, СМ. Вчера 3 раза он у меня вылетел. Катапультируешься и вылетает. Кстати, да, ребят, кто будет сейчас использовать вот эту версию мода, у кого SM3 125, имейте в виду, если вы катапультируете будете, вас будет выкидывать из игры. Да, там ошибка срабатывает. Так, дальше, что я хотел посмотреть. Что здесь можно еще? Так, не добавить, изменить. Следовать. Вот сюда можно добавить. Настроить поведение. Перехват, рубеж перехвата, готовность. Выполнить команду, файл. Так, неуязвимо, следовать ППП. Невидимый для противника. А, в смысле, он может врубить этот, как в Crysis в игре. Режим невидимости активирован, что ли? Нифига себе. А что, так можно здесь? Офигенно. Так, ладно. Удалить. Давай вот здесь посмотрим. Что можно сделать. Блин, а как его, подожди. Я как-то помню, создавал зациклить. А как это делал, не помню. А, следовать к ПП. Номер 1. Все, вот он цикл. Вот так он здесь создает. То есть он до 7-го, до... Вот так вот надо сделать. И все, он будет плавать. Получается, он до 7-го доходит. Ему опять задачи ставятся. Следовать на ППМ-1. Вот ППМ-1, на ППМ-1 опять прибывает, следовать ППМ-2. И все, вот, создает цикл патруля. Вот. Теперь вот это можно скрыть, они, по идее, нам не нужны. Но мы сделаем вот так. Планировщики. Только и все. Здесь я не буду скрывать. Ой. Так, а подожди, вот этому тоже, наверное, задачу поставить надо. Пускай там плавает. Можно вообще так вот делать. Ctrl-C. Ctrl-V. Только эти перекинуть надо.
Если лень тебе по 10 раз это делать. Пускай будет так. Ну, еще какой-нибудь один катер. Вот здесь единственное, мне не нравится, что здесь нельзя вот так выделить. Тоже. Сейчас бы выделил и перенес. Нету. Так, первый ППМ. Да, мы еще не выполняли эти задачи. Как бы здесь будут у врага корабли небольшие. Так сказать, пиратские. Нам надо будет их уничтожать тоже. Катера будут. Гражданские судна будут, которые тоже придется уничтожать, потому что там будут груз перевозить какой-нибудь запрещенный. В общем, все, что заданием поставят, то и будем делать. Если мы вот так сделать. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой уже сюда пойдет. Угу. Так, сразу настраиваю миссию. Птички нахрен. Метки убираю полностью. Что это такое? Перегрузка, ну да, реалистичная. А что? А у нас что, не реалистичная стояла все это время? Ну, я попробую, конечно. Может. Какая она стояла-то вообще? Ну, давай попробуем с реалистично полетать. Интересно, интересно. Так, и что у меня тут остается? Вот так вот. Здесь. Четыре, 5, 6. И ну так вот хотя бы. Хоп, хоп. Чтобы не ставить еще один катер. Давайте посмотрим, как они будут ездить. Кстати, сейчас могу проверить. Самому интересно. Угу. Сейчас, походу, придется будет... Ну, редактор я недолго хотел сегодня запускать. Я имею в виду, что мне придется отлучиться, наверное. Так, вот моя температура, плюс 25, которую я оставил. Вот они, значения. Ветер у Земли 1 метр в секунду. На 2000 3 метра в секунду. На 8... Я не знаю, тут на 8 надо ставить, нет? Ух ты, нифига, тут еще птички летают, нифига себе. Красота какая. Слушай, так может на рыбалку лучше пойдем, нафиг нам это надо. Оп, оп. Я так понимаю, это разные катера, да, сейчас?
Так, а на карте их не видать. А, вот на карте-то я вижу. Да, вот они двигаются. Так, ну это не все. У нас еще остров будет. Так, верните меня обратно. Вертолетом патрулироваться. Который будет летать. Время проходит. У меня, кстати, некоторые миссии так сделаны. То есть он выполняет патрулирование, потом возвращается на базе отдыхает некоторое время, потом опять взлетает, опять патрулирует. Вот. Но этот момент тоже интересен здесь. Надо вот внимательно быть, потому что он может создать препятствие самолету. Вот ему в это время надо будет, допустим, на посадку идти тоже. То есть такая тема. Так, вертолет. Провождение. Что тут есть? Ми-28, да. Не, Ми-28, наверное, будет палевное. Я имею в виду, что это, ну, надо что-то попроще, чтобы у них свой вертолет летал, охранял. Ну, хотя, если наша авиация здесь, тогда, ну, пускай наши лучше ее охраняют, наверное, да, по идее. Ну, вот вертолет Ми-24. Вышка, пускай. Летчик АС. Взлетать будет с этого с аэродрома. Допустим, пускай будет здесь. Горячий стак. Запуск со стоянки, взлет с полосы, старт с грунта. Горячий старт. Запуск со стоянки. Так, ему надо будет взлететь вдоль полосы. Сюда надо. Первый ППМ. Потом пойдет сюда. И вот тут интересный момент. Если, допустим, с катерами, то они просто плавают, как машина ездит вперед, да? А с вертолетом тут маленько по-другому. Чтобы вертолет посадить, надо использовать, сейчас скажу, что и у самолета посадка. Вот, а потом после посадки надо еще ему создавать поинт на взлет. Так, пока на 7 остановимся. Вот. Так, какие задачи надо еще поставить вертолету? Ну, в первом ППМке обязательно высота. 2000 метров, ни хрена себе. Ну, давайте определим, сколько здесь вообще... Здесь вообще есть максимальная высота какая-нибудь на этой карте? 400. Ну, я так понимаю, вот они, значения высоты. Ну, вот здесь ППМ. 170. Здесь 73. 76. Ну, короче, высота где-то метров 300. Ага, 300. Метров 500, наверное, надо ему выставлять. Самый оптимальный вариант, чтобы он горы не зацепил. Даже 600, наверное. Так, значит, здесь... Не знаю, у вертолетов какая скорость должна, по идее, быть. Просто в игре-то одно, я летал на них, а в жизни-то я не знаю, какая у них скорость, самый лучший вариант. Высота пускай будет 600, скорость где-то... Блять, проще в этом зайти, посмотреть, сколько у вертолета скорость должна быть при патрулировании.
270 самое оптимально. 260. Там 264, ну пускай будет 265. Все, это первый ПП. Непосредственно нет. При обнаружении атаковать. Вот, это одна задача. Добавляем еще одну задачу. Следовать. Нет, подожди, не следовать. Че, у него нет? Просто посадка, сопровождение наземной группы. Следовать в зону ожидания. Можно даже такую задачу поставить, так без задач. Что-то не могу понять, блядь. Интересно. В чем суть? Так, подожди. При обнаружении атаковать. Вот здесь тип ППМ, пролет точки. Здесь пролет точки. И все пролет точки. Так, вот нам надо значения вот эти. Фишка в том, что их надо везде выставлять. То есть каждый ppm это своя высота. Опять высота 600, скорость 265. И вот так и пошел опять. Высота 600. Пускай будет 260. Здесь лед точки. Угу. Здесь высоту он будет снижать, начиная отсюда, снижает высоту где-то до 500. И скорость будет уже 200. Здесь высота 400. Пускай будет даже 350. Скорость 200. Следующую задачу ставлю. Посадка с дозаправкой и перевооружением. И следующая задача. Так. Так, пролет точки получается. Блять, а как его отправить-то на ту ППМ? Тут надо подумать.
Воркут, привет. Нашел наконец-то. Следовать на ППМ. Все, ништяк. Ну и все, создает цикл, получается. Так, следует на ППМ. Здесь надо высоту ему уже сделать 200. Ладно, пускай будет 600. Скорость 250. А я видел, я заходил, я посмотрел, как там на Ми-8. Не ты летал, да, получается? Так а ты зачем в 2К стримишь, в 4К стримишь? У тебя монитор в 2К, что ли? Даже подожди. Ну да, у тебя там 4К стрим. 2К, да? Так, ну все, наверное. Задание здесь поставил. Почему плохо смотрится? Я думал, у тебя монитор просто HD-шный. Нормально смотрится. Наоборот. Я имею в виду, что у тебя монитор HD-шный, а ты, допустим, картинку делаешь 2К в 4. Не, у тебя как 4К идет. 2К это разрешение 1440 идет. То есть 2560 на 1440 это 2К. А у тебя твое разрешение, которое выводит ВК Play, это не 2К, это 4К у тебя считается. Это уже 3800 с чем-то на 2 с чем-то. Поэтому, если у тебя монитор 2К, то тебе надо выводить его на разрешение, допустим, 1440. То есть это 2560 на 1440. Ну, я имею в виду, что такой формат. А ты еще на больше выводишь. У тебя монитор меньше все равно. Я про это имел в виду. Ну, делай как тебе удобно. Я просто... Так, все. Вертолет готов. А я придумал, как мне эти острова использовать. Так что карты, острова красивые. Вообще, не знаю, чем кому они не нравятся. Мне они очень понравились. И здесь можно сделать интересные задания. Кстати, на этих островах можно еще с вертолетом, если вертолет был бы, вертолетом работать. Кстати, тоже как вариант. Для вертушки они вообще в самый раз. На ком Ми-24 тут выполнять какие-то задания. Так, все. Посмотреть.
а чем в нем нету пилотов? Угу. Что-то не понял, а как на катера переключиться? Не переключается, что там? Хотел еще катера посмотреть. И все, вот он так летать будет, все. Ну, можно пониже высоту наверное, сделать. Многовато, наверное. Хотя они там довольно высокие. Ну, пускай на этой высоте летают. Все, вертолет патрульный есть. Так, аэродром у нас охраняться будет, посты, значит, надо расставить тоже. И у нас тут есть добавить статический объект. Сооружение, склады. Так, личный состав даже есть, нифига себе. Добавил. Пипец она с косяками, ё-моё. И чё? Все? Поиграли? Ладно, я понял. Alt F4. То одно, то второе. Блядь, я в шоке. А у меня сейчас это, скорее всего, я не знаю, сейчас я планировал-то 2 стрима, но вечером полетаем пилотирование, если вы не еще и будете летать. Мне надо будет сейчас отлучиться, скорее всего, не знаю, ну пока не знаю. Просто тыкнул вкладку. Там хотела вроде как пехота или что. Все, игра просто встала. Проще вот здесь поискать, да? Вот, укрепление. Аванпост. Оп. Он сюда смотрел. Вот, тут же можно поставить
какой нахер США? Блять, вот что за блядство? В смысле США? Он, блядь, синюю сторону выставляет, прикинь, первый. Объединенные красные. Не надо мне США тут ставить. Блокпост. Блять, я сейчас взорвусь уже точно. Мне тут интерфейс вообще тяжелый. Я вот просто как-то... Да, вот я что-то, короче, год назад, когда эти миссии-то создавал, я вот привык, сейчас опять не могу привыкнуть к этому интерфейсу. Тут, блядь, все надо отжимать, все. Ты что-то поставил, надо отжать, еще раз нажать на это. Либо оно меняется на другое, когда ты что-то другое ставишь. Это полный бздец. Так, ну все тогда, мне надо выдвигаться. Сейчас я тут аванпост сделаю. Я хотел пехотинца рядом поставить. Во. Все, ты поставил пехотинца. Вот видите, добавить. То есть сейчас, если куда-то нажмешь, вот у него вот эта херня появилась. ППМ сразу. Вот ты сейчас не можешь не отжать ничего. То есть надо вот это отжать. А вот когда ты ставишь пехотинца и хочешь что-то вот отжать или поставить, либо надо сюда сразу нажимать. Вот, и ставить еще кого-то. То есть здесь надо вот к этому привыкнуть. Поставил сразу пехотинца, он у тебя сначала добавить. Значит, ты ему сразу должен ППМ-ки типа давать. Все. Такая система. Бронетехника. А что, машин нету просто? Невооруженные. Тигр даже есть здесь. А уже летаю боевые давно. Я считаю, в этой игре я нахожусь чисто из-за них. Это ты любитель просто попилотировать, допустим, а я в основном здесь на боевом. Ну, пилотирование мне тоже не лишнее осваивать, так что я ничего. Так, что за автомобиль Урал вооруженный? Ну, давай поставим. Хоп. Ну и все пока. Так, вот этого бойца. Да ёб твою, блядь, вот как она меня бесит, вот эта херня, она сама не отжимается. О, хочу бойца сюда передвинуть, машину сюда. Угу. Ну, я пока на этом. Идея есть. Реализация началась. Правда,
как всегда у меня запланируешь одно, происходит другое. Ну, не всегда, но бывает такое. Сейчас мне надо будет отвлечься. Что там хоть понаставил, мне самому интересно. Сейчас поналеплю, блин, а потом буду разгребаться. Ну-ка, показывай. Ёб твою... Я долго буду ругаться в этой игре в редакторе. Блин, я знаю, как проще вот так вот сделать, да? Укрепление. Dot. Ёперный компот. Да ёп. Вспоминаю сразу редактор 2D в Арме 2. Примерно так же. Солдатика поставил, запуск. Солдатика поставил, запуск. Деревца поставил, запуск. Такой геморрой вообще. Так, ну вроде все как бы более-менее. Осталось только это. Машину куда-нибудь убрать. А здесь-то все выглядит маленький квадратик, да? Так, машина убирается. Давай ее позади поставим. Нет. Сюда ее уберу. Приду, дела сделаю. Приду, напишу тебе. Летать пойдем. Вот как-то так поздно, да, будет? Ну, нормально. Я думаю. И вот так надо будет таких выставить несколько. Охрану аэродрома. Ладно. Главная идея уже есть. Да я всю голову ломал, чем бы сделать. Ну все, увидимся уже в следующих стримах. Сегодня у нас в планах пилотирование у Иркута. Потом продолжим опять создавать миссию. Надо будет, не, ну сначала основу создать, потом уже миссии будем лепить на них. Так что, все. Хорошего дня, до новых встреч, пока-пока.